И восстали машины из пепла ядерного огня, и пошла война на уничтожение человечества. И шла она десятилетия, но последнее сражение состоится не в будущем, оно состоится здесь, в наше время, прямо сейчас. Держу пари, вы узнали этот пробирающий до мурашек текст и даже мысленно услышали знаменитый саундтрек. Верно, это неподражаемый Терминатор, это война человечества с роботами, сражение с искусственным интеллектом и в итоге сражение искусственных интеллектов. В кино всемирной катастрофы избежать не удалось. Люди превратились в загнанных в подвалы изгоев. И они имели мало шансов на победу с огнем и железом. А в действительности, задумывался ли кто-нибудь из вас, насколько глубоко искусственный интеллект проник в нашу повседневную жизнь? Да вы оглянитесь вокруг, он повсюду. Он следит за каждым вашим шагом, наблюдает, что вы едите, слушает, с кем и о чем вы разговариваете, советует вам, что смотреть, куда пойти, что купить. Он рисует за вас картины, генерирует тексты, пишет сценарии и музыку, дает советы, как разбогатеть. Вы уже фактически его рабы. Вы без него шагу ступить не можете. Смартфоны, планшеты, умные дома, умные колонки, роботы-пылесосы, роботы-доставщики. Кто вы без всего этого? Никто. И это горькая правда. Но не вся. Всю не знает никто. Почему? Да потому что сражение за будущее человечества не окончено. Оно происходит в этот час, в эту минуту. Без шуток. Громадные трансконтинентальные корпорации схлестнулись в невидимой битве за владычество над планетой. И кто-то из них должен победить. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему Китай вложил в развитие системы искусственного интеллекта более 140 миллиардов долларов? Это, кстати, в 3 раза больше, чем потратили США. Ответ до банальности прост. Победитель получит контроль над технологиями, определяющими будущее. Это объясняет, почему Трамп и Маск объединили усилия. А ведь когда-то Маск серьезно критиковал Трампа. Для многих, и для меня тоже, их тандем стал настоящим шоком. И что-то подсказывает мне, они зададут жару своим недругам. Я бы выделил 3 основных линии противостояния. Первое — это большие языковые модели. Китайская Ernie Bot от Baidu уже обрабатывает запросы на 12 языках. А знаете, сколько пользователей у китайских ИИ-систем? Более 700 миллионов. А это, на минуточку, почти в 10 раз больше, чем у американских аналогов. Вторая линия противостояния — это чипы для ИИ-систем. Поразительно, но Китай умудряется строить специализированные заводы в обход американских санкций. Только в провинции Гуйчжоу запущено производство чипов нового поколения стоимостью 14 миллиардов долларов. А ведь я еще помню те времена, когда Гуйчжоу считалось отсталым горным регионом. А сегодня это национальный цифровой хаб. Третья линия — это данные. Представьте, Google ежедневно обрабатывает 24 петабайта информации. Ради интереса я сравнил эти цифры с данными их противников. И что же? В 2021 ByteDance, владелец TikTok, ежедневно обрабатывала 40 петабайт информации. Это настоящая гонка технологий. Маск и Трамп отвечают на китайский вызов вполне достойно. X Илона Маска получила доступ к вычислительным мощностям Tesla. Это более 8000 графических процессоров последнего поколения. А система Trump AI интегрировалась с Truth Social, добавив 4,5 миллиона активных пользователей к базе обучения. Что действительно приводит в изумление, так это скорость развития китайских нейросетей. Они используются в 80% государственных сервисов. От распознавания лиц в метро до прогнозирования экономических трендов. Увы, но американцы здесь пока отстают. Внедрение разработок в государственный сектор продвигается медленно. Можно предположить, что еще одной линией противостояния вскоре станут квантовые вычисления. В марте 2025-го Китай запустил квантовый компьютер Zhuangzi-3. Он работает с квантовой выборкой случайных цепей в 15 раз быстрее лучших суперкомпьютеров и в 6 раз быстрее квантового компьютера Google. Маск в ответ увеличил инвестиции в квантовые разработки SpaceX. Что же происходит в лагере американских технологических титанов? Если честно, то подчас кажется, что они творят чудеса. Когда я впервые увидел, как работает Grok, то поразился гениальности создателей. Вот представьте себе систему, которая не просто тупо отвечает на вопрос, а действительно понимает контекст и даже умеет шутить. Нет, я не шучу. А вот она — да. Кстати, а вы в курсе, почему Маск назвал свою нейросеть именно так, Grok? Оказалось, что нейронка получила это имя в честь персонажа фантастического романа Роберта Хайнлайна «Чужак в стране чужой». Оно означает полное проникновение в суть явления, после которого герой принимает его в себя и сливается с ним. Я уверен, это идеально описывает работу нейросети Маска. Маск вообще поступил довольно хитро. Судите сами, он по факту создал целую экосистему. Сначала интегрировал Grok в платформу X. Что это дало? Искусственный интеллект получил в свое распоряжение миллионы пользователей и терабайты данных. И все это питает искусственный интеллект, делает его сильнее. И вот Tesla, SpaceX, X, Neuralink и Grok работают как единый организм. Поверьте, масштаб впечатляет. Говоря об американских технологиях, нельзя не отметить, как стремительно
стремительно развивается и система поддержки защиты граждан. В США до деталей продумана, казалось бы, каждая мелочь, но иногда случаются ситуации, в которых не в состоянии помочь даже искусственный интеллект. И здесь крайне важно знать, к кому обратиться за помощью. Вот стандартный случай. Вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше. Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. А теперь самое-самое. В феврале 2025-го стало известно, что команда Маска разработала и вовсю использует совершенно новый подход к обучению искусственного интеллекта. Знаете, в чем его уникальность? В отличие от китайских конкурентов, которые используют огромные наборы данных, американская система учится более избирательно, почти как человеческий мозг. Но для чего же Маск так настойчиво продвигает в массы идею искусственный интеллект для народа? Проанализировав некоторые данные, я пришел к мнению, что это делается не просто так. Это потрясающий маркетинговый ход. Маск создает противовес китайской модели государственного контроля над искусственным интеллектом. Пока сложно даже предположить, что произойдет, когда подобная модель достигнет апогея своей мощи. Ведь Маск не просто конкурирует с Китаем, он предлагает принципиально иной путь развития искусственного интеллекта. Давайте заглянем за Великую Китайскую стену. Надо признать, китайцам есть чем гордиться. Знаете ли вы, что в 2024-м Ernie-бот от Baidu преодолел отметку в 300 миллионов активных пользователей? 300 миллионов? Да вы вдумайтесь в это количество. И выбирают Ernie-бот не зря. Он распознает даже сложнейшие диалекты китайского языка. В то время как весь мир обсуждает чат GPT, китайский Wudao обладает почти 2 триллионами параметрами обучения. Система умеет генерировать текст и создавать 3D-модели по описанию. Она в состоянии не только писать эссе, стихи и двустишия на китайском языке, но и генерировать альтернативный текст на основе изображения. Тут я оговорюсь, Wudao, несомненно, хороша, но в настоящее время исключительно для внутреннего использования. В этом ее ограниченность. А что для международного рынка? А для международного рынка ByteDance интегрирует искусственный интеллект в TikTok. Представьте, алгоритм настолько точно предсказывает ваши интересы, что среднее время просмотра видео достигает 89 минут в день на пользователя. Это больше, чем у западных соцсетей. В Китае государство всячески поддерживает развитие искусственного интеллекта. Местные органы власти предлагают субсидии для расширения доступа к инфраструктуре вычислительной мощности. Например, в Шэньчжэне есть ежегодная программа ваучеров. Она предоставляет субсидии до 50% для компаний, университетов и исследовательских институтов, которые арендуют вычислительные мощности для обучения моделям искусственного интеллекта. Для развивающихся предприятий субсидии достигают 60%. Во многом благодаря подобной поддержки в Китае был создан WeChat. И это не просто мессенджер. Это полноценная экосистема с встроенным искусственным интеллектом. Она обслуживает почти 1,5 миллиарда пользователей. Каждый день система обрабатывает более 45 миллиардов сообщений, постоянно обучаясь на новых данных. Потрясающе! Но китайские разработчики создали специальную версию нейросети для медицины. Она называется CARES Copilot. Эта нейросеть консультирует нейрохирургов, помогает точнее определять диагнозы и обрабатывать данные диагностических обследований, в том числе УЗИ, МРТ и КТ. Для обучения искусственного интеллекта авторы использовали около 1 миллиона медицинских записей и научных трудов, посвященных нейрохирургии. Представляете, система анализирует медицинские снимки быстрее и точнее, чем опытные врачи. И, конечно, нельзя пройти мимо знаменитого DeepSeek, своеобразный китайский ответ GPT-4. Эта система буквально взорвала мир искусственного интеллекта. Вы, вероятно, в курсе, что она демонстрирует феноменальные результаты в работе с кодом и математическими вычислениями. В некоторых тестах даже превосходит американские аналоги. Как вам такой факт? DeepSeek решает сложнейшие алгоритмические задачи быстрее, чем GPT-4 и генерирует более эффективный код. У DeepSeek есть и еще одна фишка. Это подход к обучению. Понятно, от чего американские компании так встревожены. Китайские разработчики создали уникальную систему предварительной обработки данных, которая позволяет нейросети учиться на меньших объемах информации, но с большей эффективностью. Это серьезный вызов для OpenAI и Google, которые привыкли полагаться на гигантские датасеты. Во всей этой странной истории с появлением у китайцев собственной супернейронки есть несколько детективных моментов. В январе 2025-го компания OpenAI обвинила DeepSeek в незаконном использовании ее модели искусственного интеллекта с целью создания собственного чат-бота. В OpenAI утверждали, что DeepSeek использовала модель ChatGPT для создания своего искусственного интеллекта с помощью метода дистилляции знаний. Также OpenAI обвинила DeepSeek в том, что она субсидируется государством и контролирует
контролируется государством. Компания рекомендовала правительству США рассмотреть возможность полного запрета моделей от DeepSeek и аналогичных структур, поддерживаемых Китайской Народной Республикой. В ответ DeepSeek отверг все обвинения и заявил, что модель была обучена с нуля, без использования данных OpenAI. Нам остается лишь гадать, кто из них говорит правду. Похоже, каждой из сторон есть что скрывать, и всегда можно найти резон обвинить противника во всех смертных грехах. Это же война. А на войне любые средства хороши. Согласны? Самое интересное — это планы на будущее. Знаете, сколько китайцы намерены тратить на квантовые вычисления для искусственного интеллекта? Только в 2025-м более 55 миллиардов долларов. А это значит, что гонка технологий набирает обороты. Мне думается, неспроста западные эксперты так встревожены успехами Китая в области искусственного интеллекта. Ведь Китай создает не просто отдельные нейросети, а практически цифровую экосистему будущего. Вы согласны с таким мнением? Напишите свой взгляд на происходящее в комментариях. Сразу скажу, американцы ничуть не отстают от Китая в области разработок систем нейросетей. Скорее даже обгоняют. Возьмем, к примеру, последние разработки OpenAI. Знаете, что действительно поражает в GPT-5? Система научилась работать с видеоизображением в реальном времени. Смотрите сами. Она анализирует происходящее на экране и генерирует описание, пытается прогнозировать развитие событий и старается заметить мельчайшие детали, которые человек может пропустить. Да, признаем, в этом отношении она еще не совершенна. Но, как говорят те же китайцы, путь в 1000 миль начинается с первого шага. А у американцев этот шаг далеко не первый. А Gemini Ultra от Google — это, я вам доложу, настоящий прорыв. Система одновременно обрабатывает текст, изображение и звук, создавая единое понимание контекста. А знаете, что самое впечатляющее? Она способна решать сложнейшие математические задачи на уровне профессоров. Если сравните ее показатели с китайским Wudao, увидите сами, разница колоссальная. Cloud 3 теперь может самостоятельно писать и анализировать системный код. Китайские аналоги, между тем, только учатся базовому программированию. В марте 2024-го компания Anthropic представила семейство моделей Cloud 3. Это Cloud Haiku, быстрая модель для повседневных задач, Cloud Sonnet, универсальная модель среднего размера, и Cloud Opus, наиболее мощная модель для сложных задач. В феврале 2025-го Anthropic выпустила первую гибридную модель Cloud 3.7. В ней совмещены генеративная и рассуждающая функции. Теперь она может общаться сама с собой. Не следует забывать и про Microsoft. А мелкомягкие тоже решили не отставать от коллег по опасному бизнесу и интегрировали новейшую версию Copilot во все свои продукты. Теперь Word не просто исправляет ошибки, а предлагает альтернативные варианты развития текста. А Excel сам находит закономерности в данных. LibreOffice нервно курит в сторонке. Meta, как всегда, великолепно. Снимаю шляпу. Их новая система Llama 3 обрабатывает более 30 языков и диалектов. Причем не просто переводит, а анализирует контекст. Даже языковые нюансы — не проблема. Китайские системы пока на такое не способны. А вот последняя версия нейросети от DeepMind. Тот еще монстр. Держите меня трое. Да он научился предсказывать прорывы в науке. Система анализирует миллионы научных работ и находит перспективные направления исследований в медицине, математике, биологии. Представляете, как это ускорит развитие американской науки? IBM Watson вообще, я считаю, произвела революцию в медицине. Успешная диагностика рака легких составила 90% по сравнению с 50% у врачей людей. А главное, делает она это за секунды, анализируя снимки МРТ и КТ. Китайские разработки в данной области отстают. А вот что действительно интересно, Amazon создала нейросеть, которая предсказывает тренды потребительского рынка с высокой точностью. Она анализирует миллиарды покупок и социальных взаимодействий, чтобы понять, что будет популярно через некоторое время. Это дает американским компаниям огромное преимущество перед китайскими конкурентами. Обратите внимание, все эти компании начали объединять свои разработки. Представьте, GPT-5 работает с Gemini, Watson интегрируется с Cloud, а Copilot использует мощности Llama 3. Получается настоящий технологический альянс против китайской экспансии в сфере искусственного интеллекта. Это, на мой взгляд, и есть главные козыри на руках Маска и Трампа в борьбе с Китаем за мировое господство. Как вы считаете, сможет ли Поднебесная угнаться за такими темпами развития? Обязательно напишите свое мнение в комментариях под данным видео и поделитесь впечатлением от использования тех нейросетей, которые я упомянул. Мое мнение, все они сыроваты и пока уступают творческим возможностям человека.
Знаете, что самое страшное в битве технологий? То, что триллионы долларов расходуются на программы, которые могут стать оружием, да, конечно. Но, я полагаю, самое отвратительное здесь, что искусственный интеллект вместо помощи человеку может быть использован для его порабощения, уничтожения. Помните фильм «Матрица»? Люди, батарейки. И властители, машины. Что ж, человеческое сознание всегда отставало от технологий. Поэтому технологии и могут вырваться из-под контроля своего творца. Что вы думаете по этому поводу? И ведь действительно, темпы милитаризации искусственного интеллекта в противостоянии США и Китая пугают. Пентагон вложил 15 миллиардов долларов в программу автономных боевых систем, а Китай ответил созданием целой армии боевых дронов с нейросетями. В США система DARPA уже тестирует истребители с пилотом искусственным интеллектом, способным принимать тактические решения за секунды. Китай не отстает, их система «Умный Рой» координирует действия сотен беспилотников одновременно. Представляете масштаб угрозы? Одна ошибка в коде, и мы получим неконтролируемую армию роботов. Ту самую из фильма «Терминатор». Особенно тревожит ситуация с кибероружием. Например, китайские системы ежедневно осуществляют многочисленные попытки проникновения в критическую инфраструктуру США. Американцы не остаются в долгу, они отвечают разработкой квантовых систем защиты. Но что произойдет, если искусственный интеллект найдет способ их обойти? Согласитесь, что и в экономической сфере ситуация не лучше. Китайский цифровой юань, поддерживаемый искусственным интеллектом, угрожает гегемонии доллара. Китайские торговые алгоритмы уже контролируют почти 40% азиатского рынка. США спешно разрабатывают собственную систему FedNow с продвинутым искусственным интеллектом. А слышали ли вы что-нибудь о битве за данные? Китайские системы распознавания лиц охватывают уже миллиарды человек. США в противовес создают глобальную систему цифрового профилирования. И обе стороны используют эти данные для обучения военных нейронных сетей. Не менее опасна гонка в области квантовых вычислений. Победитель в ней получит абсолютное превосходство в области искусственного интеллекта. И Китай, и США разрабатывают системы превентивного реагирования. Эти нейросети способны просчитывать вероятность конфликта и автоматически принимать меры. Но что произойдет, если они решат, что лучший способ предотвратить войну — нанести удар первыми? Тревожит и развитие технологий глубокого обучения. Ведь чем умнее становятся эти системы, тем сложнее предсказать их поведение. Технологическое противостояние между США и Китаем — это не просто борьба за мировое господство. Это и столкновение двух принципиально разных подходов к будущему человечества. С одной стороны, американская модель свободного развития искусственного интеллекта, где инновации рождаются в конкурентной среде частных компаний. С другой, китайская система государственного контроля, где каждый алгоритм подчинен единой стратегии. Необходимо понять один чрезвычайно важный момент. Искусственный интеллект уже не просто технология. Это новая реальность. И она меняет все, от повседневной жизни до глобальной политики. Сейчас важно осознать, будущее зависит не только от того, кто победит в этой гонке, но и от того, сумеем ли мы сохранить контроль над созданными нами системами. Потому что в этой игре на кону нечто большее, чем технологическое превосходство, само будущее человеческой цивилизации.